Вот уже более века «Титаник» лежит на глубине почти 12 500 футов под поверхностью Атлантического океана. Он стал немым свидетелем одной из самых трагических катастроф прошлого века. Но даже спустя десятилетия «Титаник» продолжает оставаться предметом интереса для ученых и любителей историй, связанных с морями. Современные экспедиции, вооруженные передовыми технологиями, такими как глубоководные аппараты и 3D-сканирование, исследуют обломки, открывая новые детали этого печального события. Хотя сейчас мы не обнаруживаем загадочные артефакты, меняющие ход истории, но полученные данные и выводы подтверждают наши знания о корабле и той злополучной ночи 14 апреля 1912 года. Коррозия и биологическое разрушение обломков продолжаются, и ученые спешат собрать максимальную информацию, прежде чем океан окончательно поглотит их. Эти естественные процессы, обусловленные влиянием бактерий на металл, играют ключевую роль в нашем понимании судьбы корабля. Погружения предоставляют возможность изучить «Титаник» в мельчайших деталях, выявляя механизмы разрушения и сохраняя крохотные артефакты, которые надолго останутся частью истории. Наше путешествие продолжается, и следующие открытия могут пролить свет на ранее неизвестные аспекты. Но каким будет следующий сюрприз из глубин Атлантики? Мы отправляемся дальше, чтобы выяснить это. На глубине около 3500 метров под поверхностью океана лежат обломки печально известного «Титаника». На протяжении последних десятилетий к нему спускались исследовательские аппараты, такие как российские «Мир-1» и «Мир-2», а также американский «Титан» компании Ocean Gate. Эти аппараты, оснащенные не только мощными прожекторами и видеокамерами, но и гидроакустическими маяками, способны маневрировать на потрясающей глубине до 4000 метров. Специалисты по пилотированию глубоководных аппаратов выполняют сложнейшую работу, уклоняясь от давящей темноты океанских глубоководий. Каждое погружение — это не только диалог с прошлым, но и захватывающее путешествие в мир, который лишь немногие имеют честь видеть. Команды инженеров и археологов тщательно задействуют роботизированные манипуляторы, позволяя аккуратно извлекать артефакты из металлических обломков, расположенных на дне без всякого дневного света. Исследовательская деятельность продолжается с начала 90-х годов прошлого века, и на каждом этапе применяются самые передовые технологии своего времени. Отправляясь в такие экспедиции, ученым и техническим специалистам приходится сталкиваться с неожиданными вызовами. Например, с таинственным исчезновением аппарата «Титан» в июне 2023 года, когда он таинственно пропал у берегов юго-восточной Канады. И все это не просто поиски артефактов, но вызов морским глубинам. Каждое новое погружение открывает перед нами картину пыльного, но все же столь интригующего прошлого. Вопросы и найденные ответы переплетаются в этом глубинном лабиринте. Но что за тайны могут воплотиться в артефактах, которые ждут своего часа быть обнаруженными? Среди тысяч обломков, оставшихся от «Титаника», исследователи продолжают находить свидетельства той трагической ночи 1912 года, когда лайнер отправился в свое роковое путешествие. Недавно археологи обнаружили небольшой металлический ящик, чудом переживший десятки лет на глубине. На его поверхности оказались заметные гравировки, наводящие на мысли о личных предметах пассажира. Тщательно извлеченный из холодных вод глубин с помощью роботов, ящик предоставил нашим археологам новый вызов. Изучив его содержимое, исследователи нашли личные вещи, возможно, принадлежавшие члену экипажа или пассажиру, обладающие высокими сентиментальными ценностями. Интрига заключается в том, как эти предметы связаны с историями тех минут на борту, когда «Титаник» медленно уходил на дно. Сохраненные детали из прошлого стимулируют к новым открытиям и задают вопросы о личных историях людей, чьи жизни тесно переплелись в этом одном из самых печальных морских инцидентов в истории. Однако таких находок остается немного, ведь большинство деревянных предметов уже разрушены океанскими организмами. Тем не менее, каждый артефакт ведет к новым открытиям и проливает свет на моменты жизни на борту «Титаника». Вскоре одна из находок обещает предложить еще одну удивительную историю из прошлого. Обломки «Титаника» оплетены тысячами таинственных историй, как кажется на первый взгляд. Однако, прежде всего, важно знать, что многочисленные небольшие пробоины, каждая с размером листа бумаги, стали роковой причиной гибели судна. Эта теория, подтвержденная цифровым сканированием, теперь вызывает новые обсуждения среди специалистов. Хотя экспедиции по поднятию артефактов из глубин временно приостановлены в 2025 году из-за правовых ограничений, непосредственные исследования ведутся с применением передовых технологий.
Использование трехмерного сканирования и цифровых двойников позволяет археологам и историкам воссоздавать не только физическую структуру корабля, но и события той трагической ночи. Обилие водорослей и ракушек серьезно затрудняет исследование интерьеров. Тем не менее, прогрессивные методы позволяют заглянуть внутрь того, что осталось забытым более века. Исследователям приходится учитывать, что процесс разрушения металлических остатков в океане неостановим. Медленные процессы коррозии продлевают время, чтобы выудить у Атлантики сведения о катастрофе. Будучи подводным кладбищем, «Титаник» молча хранит секреты. Тем не менее, специалисты продолжают работать, выявляя причинные связи и структуры, чтобы больше узнать о смерти этого великого корабля. Среди множества нерешенных вопросов и гипотез, одна находка может изменить все. Но какой же ей суждено быть? За годы исследований «Титаника» были подняты любопытные артефакты, каждый из которых вносил свою лепту в понимание той роковой ночи. Один из таких предметов — коллекция фарфора, чьи уникальные узоры отражают стиль начала 20 века. Эти осколки, обнаруженные среди обломков, позволяют фантазировать о трапезах на борту шикарного лайнера. Не менее интересны сохранившиеся кусочки корабельного оборудования, такие как части телеграфного аппарата Маркони, который отправлял сигналы бедствия в ночь на 14 апреля 1912 года. Эти детали обладают не только исторической ценностью, но и помогают воссоздать хронику событий, развернувшихся на борту. Артефакты быта, вроде серебряных столовых приборов, также рассказывают историю жизни на борту, ее роскошь и изящество. Узоры на ручках этих предметов демонстрируют мастерство ювелиров и ремесленников того времени, заставляя задумываться о судьбах людей, пользовавшихся ими. Каждая находка, будь то коллаудоновые чернильницы или стаканы, упакованные в свою вечную налетевшую тень, заставляет погружаться глубже в историю. Эти предметы напоминают о величии и трагедии корабля. Продвигаясь вперед, мы можем натолкнуться на нечто более значительное, чем просто осколки прошлого, ведь в глубинах океана еще столько неизведанного. В ходе последних исследований обломков «Титаника» археологи использовали 3D-сканирование для создания детальных моделей судна. Эта технология позволила заглянуть в ранее недоступные уголки корабля, обнаружив, как бактериальная коррозия ускоряет процесс его разрушения. Каждый день от былого величия лайнера остается все меньше, но прогресс в науке дает надежду сохранить знания о нем. Особое внимание ученых привлекает факт, что паровые котлы «Титаника» функционировали до последних мгновений. Это выдвигает в центр дискуссии необычную тему. Котлы работали, поддерживая электричество и освещение, что позволило продлить эвакуацию и спасти жизни. Это открытие особенно ценно, поскольку помогает глубже понять ход катастрофы и роль инженерных решений того времени. Артефакты, поднятые с помощью инновационных методов, представлены на выставках 2025 года. Среди них редкие предметы быта, которые проливают свет на повседневность пассажиров всех классов. Эти находки, сохранившиеся вопреки времени и давлению, становятся окнами в прошлое, полными деталей ушедшей эпохи. Какую еще удивительную историю могут раскрыть подводные исследования, когда технологии шагнут еще дальше в будущее? Среди захватывающих исследований, проведенных на месте крушения «Титаника», современные технологии, такие как трехмерное сканирование и цифровое воссоздание, позволили ученым проникнуть в недоступные ранее части судна. Вместо пленок с записями археологи сосредоточились на визуальной и структурной реконструкции, чтобы открыть новую перспективу на трагические события. Опираясь на точность трехмерной визуализации, исследователи смогли воссоздать внутреннюю планировку корабля и выявить новые детали его конструкции. Эти технологические достижения дают возможность более глубоко понять инженерные решения и условия на борту в тот роковой вечер. Хотя пленки и личные записи не были обнаружены среди обломков, изучение корабля позволяет заглянуть в повседневную жизнь пассажиров начала 20 века и понять, каково было прибыть на этом легендарном судне. Эта информация не только укрепляет наше представление о «Титанике», но и сохраняет его историческое наследие. Моделирование также выявило, как соленая вода и давление оказали влияние на состояние обломков. Эти данные помогут ученым создать более точные модели разрушения конструкции в экстремальных условиях. Несмотря на отсутствие загадочных пленок, исследования «Титаника» продолжают удивлять нас, раскрывая все больше и больше о корабле, который скоро станет не только легендой морских дредноутов, но и символом стойкости человеческого духа. То, что еще может таиться в недрах затонувшего гиганта, вызывает немалое любопытство и предвкушение новых открытий. На глубине от 3,5 до 4 километров под водой покоится таинственный «Титаник», оживляющий наше воображение своими загадками.
Этот некогда величественный лайнер формально стал музеем технологий начала 20 века, где паровые котлы и телеграфы сыграли важнейшую роль в событиях трагической ночи. Открытые паровые клапаны и генераторы, работающие на паре, позволяли поддерживать освещение и связь до момента затопления, что имело огромную важность для эвакуации. Современные технологии, включая глубоководные роботы Ромео и Джульетта, предоставили нам более 700 тысяч детализированных снимков, позволивших создать трехмерную модель корабля с несравненной точностью до сантиметра. Эти роботы обнаружили, что недавно выявленные бактерии ускоряют разрушение металла обломков на 30%, еще больше подчеркивая срочность исследований. Знания о технологии начала 20 века, такие как анализ состава и технологии производства стали, а также повышенная хрупкость при низких температурах, вместе с современными методами консервации создают уникальный контекст для нашего понимания трагедии «Титаника». Ранее цифровая модель судна существовала, однако именно последние снимки обеспечивают единое понимание его величины и богатства. Фантазируем, как бы развивались события, если бы сталь была крепче, а переборки выше. Эти вопросы заставляют задуматься о недостаточности инженерных решений того времени, но теперь, благодаря научным прорывам, у нас есть шанс глубже посмотреть на прошлое, параллельно развивая методы, которые помогут сохранить этот символ человеческой стойкости для будущих поколений. Океан все еще полон сюрпризов, и станет ли одним из них наш новый трофей, покажет время. С самого момента крушения и в последующие годы вокруг «Титаника» развернулся ореол мифов и легенд, одна из которых, конечно же, касается печально известного проклятия мумии, которой никогда не существовало на борту. Истории о мумии египетской принцессы, якобы присутствовавшей на корабле, возникли как попытка пояснить необъяснимое через мистику. Хотя именно столкновение с айсбергом и фактор человеческих ошибок стали известными причинами трагедии. Также существует версия, что погодные условия и ошибка ориентирования могли сыграть свою роль. Нет свидетельств о редких атмосферных явлениях вроде таинственных волн, которые якобы скрывали айсберг от взгляда команды, но факт остается фактом. Несмотря на предупреждение и айсберговый риск, капитан Эдвард Смит поддерживал высокую скорость лайнера, что стало фатальным решением. И, конечно же, легенды не обошли вниманием сам процесс строительства и его последствия. Часто упоминается, что отплытие «Титаника» было задержано из-за сбоев с другим судном RMS Olympic. Но истинность этого факта оказывается мифом. «Титаник» отправился в свое злополучное плавание вовремя, 10 апреля 1912 года, что только подчеркивает, как стремление к скоростному и беспрепятственному переходу акцентировало внимание на уровень риска. Несмотря на всю трагедию, «Титаник» продолжает раскрывать перед нами неизвестные аспекты, приковывая к себе внимание исследователей. Какие еще удивительные истории могут быть связаны с этим легендарным лайнером, хранящим в себе удивительные прожилки времени и событий тех лет? Это остается одной из головоломок, которые трепетно оберегает секретное мирное дно Атлантики. Представьте себе грандиозный пароход, о котором говорила вся Англия. Построенный компанией White Star Line на верфи Harland and Wolff в Белфасте, «Титаник» стал символом технического совершенства и роскоши своей эпохи. При длине почти в 270 метров он считался крупнейшим и самым роскошным лайнером мира. Когда 10 апреля 1912 года он направился в свой первый рейс из Саутгемптона, на борту находилось около 2240 человек. Трагедия стала известной ввиду скорой гибели. После столкновения с айсбергом судно затонуло примерно через 2 часа 40 минут. Из всех находившихся на корабле спаслись только 711. Это катастрофа, унесшая около 1513 жизней. Среди многих последствий, разразившихся после, немаловажным стало принятие международных мер безопасности на море. «Титаник» инициировал создание таких важных конвенций, как Конвенция по безопасности человеческой жизни на море, и привел к образованию Международной морской организации. Именно эта трагедия заложила основу для стандартизации навигационных норм. В культурном плане «Титаник» остается источником вдохновения для множества произведений. Его падение напоминало нам о хрупкости человеческих амбиций и оптимизма. Идея, что он был непотопляемым, возникшая из уверений инженеров, оказалась неверной. Впоследствии эта история превратилась в символ предупреждения о ловушках самолюбования. Затонув на глубине около 12 тысяч футов в 6 сотнях километров от побережья Ньюфаундленда, этот корабль оставил не только материальное наследие, но и бесценные уроки истории. То, что же еще может скрывать эта колоссальная трагедия и провал в океан, продолжает быть не только историей одной самой известной катастрофы, но и постоянно актуальной темой, связанной с нашей вечной попыткой понять и освоить силу природы.
Глубоко в водах Северной Атлантики лежат обломки «Титаника», затонувшего в ночь на 15 апреля 1912 года. Это безмолвное царство хранит в себе прошлое, но следует помнить, что время и океан не стоят на месте. Постоянное давление, течение и микроскопические организмы вносят свои коррективы, разрушая металл и другие материалы судна. Биолюминесцентные существа, обитающие здесь, добавляют этой картине чуть таинственного, мерцая в темноте вокруг обломков. Этот свет, хоть и слабый, придает подводным экспедициям особую атмосферу. Однако основной свет для исследования «Титаника» предоставляют технологии. Глубоководные роботы и датчики стали одними из ключевых инструментов, помогающих археологам и историкам проникнуть в глубины, где подводное давление вело бы гибельного состояния для человека. Поврежденные и покрытые биологическими образованиями артефакты медленно исчезают с течением времени. «Титаник» не является статичным музеем, напротив, он постоянно меняется под влиянием океана. Именно поэтому современные технологии становятся еще более важными. Они помогают сохранить информацию, прежде чем обломки исчезнут окончательно. Мифы и легенды, окружающие «Титаник», интригуют и вдохновляют, но важно помнить, что многие из этих историй основаны на слухах и конспирологических теориях, не имеющих реальных доказательств. Реальность заключается в том, что «Титаник» представляет собой сложный экосистемный и исторический феномен, который исследуется день за днем, открывая новые факты. Современные технологии действительно помогают ученым решать загадки моря. Глубоководные аппараты и 3D-системы сканирования позволили рассмотреть «Титаник» с неожиданной стороны, но океан все еще хранит свои тайны. Именно это ощущение ожидания захватывает нас, подталкивая к новым открытиям, к возможной разгадке загадок, которые порой оказываются более удивительными, чем сама фантазия. Когда «Титаник» покоится на глубине примерно в 12,5 тысяч футов, он не просто таит в себе историю трагедии, а служит вечным памятником человеческой амбиции и ошибок. При полном его крушении археологическое исследование началось спустя десятилетия. Первая экспедиция была организована в 1985 году и служит важной вехой в морской археологии. «Титаник» стал катализатором для принятия важных международных конвенций, таких как выделяющаяся Конвенция по безопасности человеческой жизни на море. Эти меры революционизировали подход к морским путешествиям, устанавливая строгие нормы и процедуры безопасности. Культурное влияние «Титаника» простирается за пределы самих событий. Трагедия стала примером человеческой гордыни, инженерных просчетов и ошибок, в то время как фильм Джеймса Кэмерона 1997 года закрепил его в массовой культуре. Этот фильм не только вдохновил на открытие новых экспедиций, но и продвинул интересы защиты подводных памятников. Артефакты, поднятые с места крушения, остались в международных коллекциях и музеях, регулируемых международными соглашениями, такими как Конвенция ЮНЕСКО о защите подводного культурного наследия. Эти предметы, от столовых приборов до мебели, помогают сохранить память о потерянной роскоши. «Титаник» не единственное сохранившееся судно, но он стал символом исследований и изучения подводного культурного наследия. Эти исследования продолжают раскрывать новые аспекты корабля, подчеркивая важность сохранения таких объектов в стихийной среде in-situ. Океан все еще хранит свои сюрпризы и тайны, и «Титаник» — пример того, как человечество может учиться на своих ошибках и стремиться сохранить прошлое для будущих поколений, обеспечивая долгую жизнь этому легендарному влиянию.